В этом видео я покажу вам место, где была башня-колокольня Бригитского монастыря, от которой остался лишь старый фундамент. Мимо этого места многие проходят ежедневно, даже не задумываясь, что это. Но и немного удивительных фактов вокруг, на улице Карла Маркса. Так что, если интересно, присоединяйтесь. Удивительный у нас город. Вроде бы все уже обошел и знаешь каждый уголок. Но потом взгляд зацепился за какую-нибудь незначительную, казалось бы, на первый взгляд деталь. И вот уже целая история. Так было и на этот раз. Прогуливаясь по небольшому району старых домов, который находится между улицами Кирова и Карла Маркса, и разглядывая эти удивительные уютные дворики, я шла снять колокольню Бригитского монастыря. Но ведь она снесена, скажете вы. Совершенно верно. Но остался старинный фундамент, мимо которого мы проходим ежедневно, даже не замечая и не задумываясь, а что же это такое? Дворики на Карла Маркса имеют свой неповторимый шарм. Необычные балконы, арочные проходы. Или случайно поднимаешь взгляд и замечаешь старую деревянную деталь. Вероятно, от входных ворот во двор, которые, возможно, запирались на ночь, и понимаешь, что улица и дома на ней стоят больше 100 лет, и начинаешь задумываться, сколько всего за это время тут произошло. Менялись жильцы, сменялись правительства и даже территориальная принадлежность города. А дома стоят. Вот так вот. Когда-то это была окраина города, ведь сама улица сформировалась здесь в 15 веке, и в документах 1560 года упоминается как улица Озерская. И такое название она носила почти до конца 18 века, хотя монастырь был построен в 1634 году, но название Бригитская было получено только в 1793. Замечали ли вы, когда идете по улице Карла Маркса в сторону Скильского рынка, что прямо напротив входа в костел на противоположной стороне улицы расположена клумба с подозрительно старым фундаментом, который с современной оградой и улицей, но никак не монтируется. Бетон очень старый, почерневший от времени, но видно, что прочный, и рядом еще остатки фундамента от ограды. Так вот, это и есть место, где еще до недавнего времени стояла колокольня монастыря Бригиток. Известный историк архитектуры Юрий Егоров был уверен, что звонница костела Бригиток не имела ничего общего с архитектурой основного комплекса монастыря и являлась так называемым продуктом классицизма конца XVIII – начала XIX веков. Вполне возможно, что это его утверждение в итоге и решило судьбу самой постройки, потому как башня колокольня монастыря Бригиток была снесена в 1960-е годы. Дело в том, что согласно генерального плана развития города, улица Карла Маркса должна была стать бульваром шириной 30 метров с раздельными полосами движения. Начали со сноса башни-колокольни Бригитского монастыря, и существует легенда, что под дорогой к башне из монастыря вел подземный ход. Пожалуй, самой примечательной чертой костела является сграфитовый фриз. На всем фасаде тянется орнаментный пояс с довольно яркими и рельефными изображениями ангелов, драконов и растений. Присмотритесь, рисунок очень интересный. Ну и, конечно же, детали порталов главного и бокового входа. Их можно рассматривать бесконечно, и всегда увидишь какую-то новую деталь, то, что ускользало от взгляда ранее. Сейчас у костела нет своей колокольни, и старый колокол установлен на небольшой звоннице во внутреннем дворике за монастырскими стенами. Своей башни-колокольни в самом храме нет, в отличие от других костелов города, например, как у Бернардинского, где она самая высокая в городе и достигает высоту 60 метров, или у Фарного, где в башне установлены старинные часы, которые отсчитывают время и оповещают горожан ударами колокола. Здесь нет ничего похожего. Я снимала видео про комплекс Бригитского монастыря и костел. Кому интересно, можете найти у меня на канале. Ссылку на него я оставлю в конце этого видео, но сегодня мне хотелось снять именно об утраченной башне-колокольни и показать вам, где она находилась и что из себя представляла. Фотография в Гродно появилась в начале 1870-х годов, однако преимущественно до 1920-го комплекс монастыря Бригиток на старых фото не встречался, что объясняется борьбой с католической церковью в регионе.
Ситуация коренным образом изменилась после вхождения Западной Белоруссии в состав Польши, и с этого времени бывший костел Бригиток, так же как улица Бригитская, становятся популярными объектами для гродненских фотографов, и мы можем видеть их на старых фотографиях. Так что, когда будете гулять по улице Карла Маркса, присмотритесь к неприметному бетонному фундаменту. Возможно, кто-то даже остановится, чтобы его рассмотреть. И пусть самой башни колокольни уже нет, но, как в том известном фильме, стеночка-то осталась, так и у нас. И если уж рассматривать улицу Карла Маркса и рядом стоящее здание, то тут как раз около фундаментов стоит очень даже непростой с исторической точки зрения дом номер 24. Построен он был в 1889 году, а знаменит тем, что осенью 1857 в нем арендует квартиру с 9 комнатами и гостиной Франтишка Видацкая с дочерью Элизой Павловской. Павловская – это девичья фамилия Элизы Ожешко, да, той самой знаменитой писательницы и нобелевской лауреатки. Вот этот дом. Именно здесь она делала наброски для своего произведения «Картинка из голодных лет», и именно с этим произведением она дебютировала на писательском поприще в 1866 году. До недавнего времени тут стояла стойка с описанием этой информации, но, возможно, забрали на реставрацию, а у меня в архивах осталось только фото. Много интересных мест есть на улице Карла Маркса, но не все сразу. Тут что не дом, то живая история. И не только с архитектурной точки зрения, а история жизни людей, которые жили в этих домах. Как буду узнавать что-то необычное, обязательно буду снимать видео и рассказывать об этом вам. И если обращать внимание на детали, то можно узнать о домах много интересного, не заглядывая в литературу. Архитектурные элементы тоже могут рассказать многое. Например, если дом построен из характерного желтого цвета кирпича, то, скорее всего, с большой долей вероятности можно утверждать, что дом построен в XIX – начале XX века, потому что кирпичи желтого цвета производились здесь же, в Гродно, на заводе князей Друзских-Любецких. А желтый цвет был характерен для глины, которую добывали здесь же, в окрестностях города. Или если видите явное несоответствие высоты первого и второго этажей, то, скорее всего, этот дополнительный этаж был надстроен по программе увеличения жилищного фонда в 1960-е годы. И хорошо, если надстройка из кирпича, потому что часто можно увидеть и деревянные этажи. Улица Карла Маркса завершается транспортной развязкой, а когда-то здесь была окраина города. И в годы немецкой оккупации здесь же, в районе проспекта Космонавтов, было гетто номер 2. А гродненцы постарше помнят, что не так давно через ЖД-пути был перекинут пешеходный мостик, который раскачивался, когда по нему шло много людей, помните? Вот такое видео у меня получилось. Если понравилось, ставьте лайк. Это важно для того, чтобы YouTube продвигал этот ролик и его увидело как можно большее количество зрителей, которые, возможно, узнают о нашем городе, пусть небольшие, но интересные исторические факты. Если живете на Карла Маркса, то пишите комментарии, рассказывайте свои истории. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.